Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор бусин и фурнитуру покажу интересную. С сайта Алиэкспресс все. Начну я с бусин, которые вы видите. Это тигровый глаз. Выбрала кубики именно 8 миллиметров. Но они не идеально ровные. И кубик, можно сказать, где-то и не кубик. Но бывают, конечно, тут и сколы, и углы неровные на некоторых бусин. Ну, я думаю, можно обыграть. Я хотела сделать именно украшение с турквенитом голубым. Мне нравится это сочетание, и я уже делала, вы видели. Вот, например, посмотрите, вот совсем углов нету. Вот такая бусинка. Ну, и если их вставить между другими бусинками круглыми, я думаю, прикрыть бусинками квадратными бронзовыми. Я как-то показывала в распаковке. Можно обыграть, я думаю, неплохо будет смотреться. Я придумаю, конечно, что-то. И не идеально они отшлифованы, видно. Ну, так как натуральный камень, наверное, идеально ровные и не получатся бусинки. Ну, а так в целом неплохо. На этой страничке много разных камней. Другие варианты есть, да. Можно выбрать. Это кубик 8 миллиметров на 8. На ниточке 47 бусин у меня. Ну, я думаю, если получится, я сделаю на камеру украшения вместе с вами. В целом неплохие. Такая длинная, длиннее бусинка. Видно, да, что не совсем идеальный квадрат. Ну, ничего, обыграем. Так, и сейчас покажу керамические бусинки вам, какие я выбрала в этот раз. Я, конечно, много керамических покупала, но именно такой формы я еще не выбирала, не покупала, как фасолинки, да? И такой цвет красивый, светло-зеленый, ну, ближе к фисташковому, наверное, подходит. Вот так отверстие проходит. И я думаю, 5 штук в комплекте, если поставить на одно украшение, вот так вот. Здесь можно силиконовые заглушки внутри поставить, чтобы держались они и не крутились. Закрыть можно шапочками какими-нибудь или плоскими волнистыми бусинками. И украшение такой чокер придумать, подобрать что-то по цвету. Красивый цвет, мне понравился. И вот такие оранжевые, можно сказать, не красные, а такой оранжевый цвет. Тоже с такими же разводами темными. Такие фасолинки мне напоминают. Цвет вот этот мне понравился, такой необычный. И не красный, и не яркий такой. Такой спокойный, может быть, лососевый такой цвет. Ну и вот такие еще бусинки, тоже керамические. Здесь 10 штук в комплекте. Когда мне пришли мне они понравились. Тоже не такой цвет подходит к вот этим бусинам. Не яркий, красный. И я потом еще выписала такие же бусинки. Еще один комплект. Думаю, мало мне будет 10 штук. И на этой же страничке выписывала. Но посмотрите, пришли совсем
отличаются по цвету. И немного тоньше вот эти первые приходили мне. Немного тоньше. Визуально это все видно, на мой взгляд. Это я замечаю. А эти немного толще и больше крапинок на них. Здесь вообще есть бусинки, где и черных вкраплений мало. А вот эти более такие насыщенные. Ну вот видно вам, наверное, даже и размер видно. Немного отличаются они. Ну, все равно можно что-то придумать, соединить их вместе. Вот такая кучка у меня керамических бусин появилась. Вот такие два кабошончика. Такой зеленый цвет выбрала, потому что там были цвета другие. И продаются именно две штуки. Кабошончик 13 на 18 миллиметров. И купила я еще вот такие кольца, именно бронзового цвета, неразъемные, один размер. И для них я и покупала эти камни. Зеленый выбрала, мне почему-то хотелось каким-то, наверное, украшением зеленый цвет. И идеально подошли кабошончики, прям вот как литые становятся они здесь. Посмотрите, как здорово смотрится, да? Ну и размер кольца вот 18 миллиметров. 18 размер. И вот так смотрится кольцо. Красиво, мне понравились. На этой странице, где были камни, можно выбрать любой другой цвет. Много, по-моему, вариантов было. И вот такой у меня теперь будет комплект колец. Следующее это вот такой вот, как пузырек для духов. Тоже из тигрового глаза сделан. Давно я мечтала о таком, так как видела такие разные пузырьки, и формы есть разные. Вот встретила именно тигровый глаз. На этой странице только тигровый глаз. Вот, даже открывается, но туда нельзя ничего налить, так как там нет места. Просто такое отверстие, чтобы закрутить вот эту крышечку. Ну и как видите, здесь есть две петельки. Здесь золотая фурнитура. А мне хочется сделать именно с бронзовой. Я всегда вижу тигровый глаз с бронзой почему-то. Ну, может быть, здесь можно придумать что-то и с золотой фурнитурой. Можно сделать цепочку, золотые пины поставить. И вот, пожалуйста, квадратные бусинки. Между ними звенья. С цепочки можно сделать позолоченной какой-нибудь, да? У него цена была привлекательная, поэтому я и купила его. Не так уж и дорого он стоил, так как есть другие варианты в других магазинах намного дороже. Ну, красивый, скажите ж, красивый, как кулон будет в украшении. Очень понравился. Вот такой вот пузырек. Ну и теперь фурнитуру покажу. Вот такие, можно сказать, проставочные бусинки. Рамка для бусин. Ну вот как венок сплели. А отверстие здесь есть даже. Вот так проходит. Посмотрите, какая красота. Двухсторонние. И здесь можно поставить еще и бусинку. Например,
У меня бусинка, сколько здесь? Померяем бусинку, интересно. Ну, 8 миллиметров бусинка, 7,9. И хорошо она здесь помещается. Вот, посмотрите, как здорово, да? Мне понравилось. И здесь 10 штук и размер 14 миллиметров. Красивые, понравились тоже, очень даже. Так, и еще вариант таких рамочек. Маленькие в этот раз. Я такие покупала, только, по-моему, поменьше или такие, не помню. Это 8 миллиметров. И в комплекте 20 штук. По-моему, были разные цвета. Как видите, здесь шестиугольник, а внутри круглая. А ну-ка, я возьму бусинку. Бусинка, по-моему, 6 миллиметров. Сейчас я померяю. 6,4. 6,4 хорошо здесь проходит. Да, вот так смотрится. Где-то можно в цепочку применить такие рамки. Браслетик. Можно и вышивку где-то пришить, я думаю, бронзового цвета. Медных не было, но а были другие желтые, под серебро, по-моему, такие рамочки. Вот такие коннекторы, ну, подвески можно назвать, как подкова. 5, как видите, цветочков. 10 штук в комплекте. Размер 30 миллиметров. Ну и так 20 миллиметров. Они односторонние. Но здесь много отверстий, как вы видите, можно соединить. Они идеально соединяются. Также можно и подвеску сделать. Украшение будет двухстороннее. Здесь можно прикрепить бусы уже. Ну, а здесь длинные какие-нибудь подвесочки. Я думаю, можно даже и вышивку, такие детальки пришить где-нибудь, да? Тоже неплохо будет выглядеть. И так пришить. Очень красивые. Так как отверстий много, здесь можно поиграть с ними. Я уже думаю, двухрядное даже можно украшение сделать, если вот в эти отверстия прикрепить. Вот в эти отверстия прикрепить, да? 2 ряда. Ну, а здесь уже подвесочки. Ну, здесь можно много что с ними придумать. 10 штук в комплекте, если я не сказала. Хорошие. Тоже подвесочки. Форма такая капельки бронзового цвета. И они такие выпуклые. Я уже подумала, можно капельку подобрать по форме, по размеру. И если соединить вместе, но бейлы вместе не ложатся, не соединяются. Может быть, кто-то занимается эпоксидной смолой, залить можно и какой-нибудь рисунок внутри придумать. И можно соединить даже вот так. Ну вот, например, у меня капелька такая перламутровая, да? Но она не совсем туда становится. Большеватая, на миллиметр, наверное. И вот так соединить. Будет такая подвеска двухсторонняя. Вот чуть-чуть не проходит. Ну, можно такие и в серьги поставить подвесочки. Можно придумать, да? Куда их применить. 10 штук в комплекте. И 23 на 15 миллиметров. Были, по-моему, и в серебре. Вот такие интересные, посмотрите, как цветочки. Здесь мне нравится, что бейл вот такой. Не надо здесь уже придумывать, сразу можно надевать на тросик, если между бусин поставить. Вот так вот
между бусин, да? Я люблю такие подвесочки. И вот такая, посмотрите, интересная у них фактура. Как будто бы закрученные цветочки. Форма цветочка. И вот так они смотрятся. Они двухсторонние, что хорошо. 20 штук, по-моему, в комплекте. И размер 15 на 12 миллиметров. И, по-моему, тоже были в серебряном цвете такие подвесочки. Вот они мне понравились, необычные. Напишите, понравились вам или нет такие подвески. Мне всегда интересно ваше мнение. Пишите комментарии, будем общаться. На этом моя распаковка закончена. Все ссылки под видео, как всегда. Если вам что-то понравилось, выбирайте. Ставьте лайки, мне будет приятно. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Много интересного впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.